Здравствуйте, Наталья. Меня зовут Елена. На Яндекс.Дзен мы с вами общались, и вы просили попробовать снять видео про мои результаты. Я сделала, но сомневаюсь в качестве. Кое-где руки трясутся и кадр дрожит. Заранее прошу прощения. Привет, друзья! Вы на канале «Классика орхидейного жанра». Наше знакомство с Еленой началось чуть более 4 месяцев назад в комментариях под видео о реанимации орхидей, где Лена просила совета. Когда появился одноименный канал «Классика орхидейного жанра» на Яндекс.Дзен, наше общение продолжилось там. Лена задавала очень много вопросов, которые обычно задают новички. Чем больше вопросов, тем лучше. Каждый вопрос означал желание орхолюбителя понять суть и докопаться до истины. Это растение мне подарили уже цветущим, всего 3 бутона распустились дома, все остальные уже были в распуске. Процвела эта орхидея у меня дома 2,5 месяца, это мало. Она отцвела, потому что я неправильно ухаживала? Или 2,5 месяца это нормально? Посоветуйте мне, пожалуйста, обрезать ли этот отцветший цветонос до первой ждущей почки или нет. Не могу определить тип цветения, револьверный он или нет. В горшке начала появляться белая плесень. Это от того, что горшочек плохо просыхает или от чего-то другого? И как ее убрать? И надо ли? Опасна ли она? Елена задавала вопросы и получала на них ответы. А еще она советовалась. Я установила по вашему совету подсветку, лампа 6500 кельвинов, прикрутили к окну, прикрепляю фото. Среднее расстояние до листовых пластин 120 сантиметров. Скажите, пожалуйста, это очень много или нормально? Получают ли мои орхидеи достаточно света на таком расстоянии? Все рекомендации были даны, все выводы сделаны, и уже 9 дней назад я получила новый комментарий о результатах. Ведь все мы знаем, как важно для каждого из нас получить от орхидеи цветонос, особенно если это первый цветонос в твоей жизни. Да-да, друзья, вы не ослышались. Каждый первый цветонос в жизни орхолюбителя, не орхидеи, это целое событие, это радость и счастье нашей жизни. Особенно, если этот цветонос появляется в самое жаркое время года, летом, у новичка. А ведь многие утверждают, что летом орхидеи не цветут из-за жары. Ах да, друзья, я не сказала вам, действие всего радостного процесса происходит в центре Кыргызстана, городе Бишкек. Бишкек по климатическим условиям занимает крайнее южное положение в континентальной области климата умеренных широт. Климат города резко континентальный. Среднесуточная летняя температура в Бишкеке около 25 градусов Цельсия. Нередки случаи, когда летом температура превышает 40 градусов Цельсия. Средняя месячная относительная влажность воздуха 40%. Все это значит, что в Бишкеке климат жаркий и сухой. И именно в таких условиях новичку Елене удалось зацвести свои орхидеи летом. А это значит, что ареал применения метода выращивания орхидей канала «Классика орхидейного жанра» еще более расширяется от Тихого океана, города Владивосток, до Санкт-Петербурга, Канарских островов, Южной Кореи, Израиля и Кыргызстана с Тверью и Краснодаром. И это только документально подтвержденные результаты, видео о которых уже есть на этом канале. Итак, друзья, встречайте Елена Потанина и ее рассказ «Город Бишкек, Киргизия». Привет всем подписчикам канала «Классика орхидейного жанра» и особенный привет его автору, потому что бутоны, которые вы сейчас видите, появились
только благодаря вам, Наталья, за что я безмерно вам благодарна. Меня зовут Елена, я из Киргизии, город Бишкек. В этом видео я хочу поделиться со всеми результатами своего полугодовалого пребывания на канале. Конечно, для кого-то это может быть мелочью, но для меня это самая настоящая мечта – увидеть на своих орхидеях цветонос. И не один, а целых 4. 3 на одном растении и еще 1 на другом. Посмотрите, какая красота! На этой орхидее проснулись сразу 3 меристемных почки одновременно. Я засмотрела канал до дыр, и одним из видео, которые я изучила, было видео о том, как правильно обрезать цветоносы, которые отцвели. Эту орхидейку мне подарили 14 февраля с 2 цветущими цветоносами, которые радовали меня 2,5 месяца. Потом цветы начали чахнуть, и, посоветовавшись с Натальей, я решила обрезать оба цветоноса до первой спящей почки. Срезы сделала даже в 3 местах. Вот здесь и на ответвлении одного из цветоносов. Каково было мое удивление, когда уже через несколько дней ниже каждого из сделанных срезов разбухли почки, и из них начало появляться нечто живое и зеленое. С тех пор прошло больше месяца. И, как вы видите, сейчас на одном цветоносе ответвление с формирующимися бутонами, на другом цветоносе такое же ответвление. И на ответвлении от старого цветоноса тоже ответвление, и тоже уже начали формироваться бутоны. Всего на этом растении я насчитала 9 будущих цветков. 4 бутона четко видны вот на этом ответвлении, 3 на другом и 2 на ответвлении от ответвления. Для меня это просто сказка. Если бы еще пару месяцев назад мне кто-то сказал, что у меня получится зацвести орхидею, я бы ни за что не поверила. Что я делала? То, чему учила Наталья на канале. Старалась обеспечить растениям 3 вещи. Прежде всего, много света, потом правильный полив и воздухообмен. Я установила подсветку, проделала в горшках дырочки и начала чаще проветривать помещение, а весной и вовсе выносить цветы на балкон. И, конечно же, каждый день опрыскивала растения теплой водичкой, чередуя ее с разными целебными настоями – из алоэ, одуванчиков, крапивы и чистотела. То, что все это цветочкам понравилось, доказывает и вторая моя орхидейка. Ее мне подарили еще на Рождество. Вот так красиво она цвела. Прекрасно адаптировалась, и цветение продлилось почти 3 месяца. На тот момент я уже была знакома с каналом Натальи. Старый цветонос она отсушила, но зато взамен неделю назад сделала мне шикарный подарок. Выпустила новый цветонос. Это было для меня шоком. Не просто меристемная почка проснулась, а проклюнулся полноценный цветонос из шейки растения. До сих пор не верится. Кстати, кроме цветоноса из этой шейки появилось бесчисленное количество корней. Какие-то уже ушли в грунт, какие-то только начинают вызревать, но их так много, что, кажется, на шейке не осталось пустого места. Кстати, последних 2 листа эта орхидея вырастила у меня дома. Вот эти 2 огромных красивых листика выросли за первые 3 месяца пребывания орхидеи у меня дома. Если говорить о листьях и корнях, то на второй орхидейке тоже появилось множество новых корней. Раскуклились старые, и растет 1 новый лист, вот этот. У меня совсем небольшая коллекция, всего лишь 3, но горячо любимых растения. А началась любовь к орхидеям вот с этой бедной реанимашки. Орхидея стояла у меня на подоконнике почти 5 лет, и за это время отрастила всего 1 лист и ни разу не процвела. Зимой прошлого года я полезла в интернет, где какие-то блогеры советовали пересадить растения и во время пересадки удалить плохие корешки и листья с дефектами. Так я и сделала. Начала ее пересаживать, но удаление плохих корешков дошло до того, что растение осталось без корней полностью, ибо, вынув его из горшка, плохими мне показались все корни. У меня осталось растение без корней и всего с 3 листочками. Жаль, что канал Натальи я обнаружила только месяц спустя после этого, в начале января. Но слава богу, что вообще обнаружила, потому что именно после изучения видео на канале «Классика орхидейного жанра» я поняла, чего на самом деле хотят орхидеи. В итоге
Орхидейка не просто осталась жива, а наращивает корневую систему, уже плотно закрепилась корнями в горшочке. Вот, посмотрите, какие появились корешки. И растит сразу 2 молодых листика. Еще раз хочу от всей души поблагодарить Наталью за ее труд, за ее грамотность, за то, что она делится своими знаниями с нами, за теплоту ее души и отзывчивость, за любовь к тому, что она делает для всех нас. Пусть все хорошее возвращается в 100-кратном размере. Спасибо Елене и всем вам, друзья, за теплые слова и добрые пожелания. Мне очень-очень приятно их читать. А я еще раз проговорю для новичков, что в выращивании орхидей нет ничего сложного. И если вы наберетесь хоть малость терпения и изучите плейлист «Фаленопсис и вопросы по уходу», где я рассказываю о физиологии орхидей и о правильной агротехнике орхидей, то результат вы получите очень быстро, как все на этом канале, в течение полугода. Как показывает практика, орхидеи зацветают абсолютно у всех. У тех, у кого они не цвели годами, и у тех, кто только-только начал увлекаться орхидеями. И если вы хотите, чтобы у вас орхидеи не только росли, но и цвели, присоединяйтесь к каналу. А я напомню вам, что 11 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.